Всем привет, продолжаем играть в Morrowind, и находимся мы с вами в склепе Гедны Релвелл, которая задержалась на этом свете. Пришло время ей упокоиться. Но здесь нас встречает не Гедна, а крысы, с которыми наш орк отважно сразится. До Гедны еще нужно дойти. Здесь вот парочка крыс, но там дальше их больше. Здесь у нас такая вот лестница вверх, но нам нужно вот сюда. И здесь такая вот потайная дверь. Давайте-ка мы сохранимся. Вызовем себе в помощь нашего алчущего. Также я вызову Святошу. Там за дверью куча скелетов. Нужно наступить вот на этот камушек. Он уходит вниз. И открывается дверь. Первый скелет выбегает, попадает под раздачу. За ним еще несколько. Как видите, скелетов куча, как я и говорил. Всех их мы, к сожалению, не захватим, потому что наши ребята тут будут мешаться. А провоцировать их не хочется. Но перед сражением со старушкой все-таки хотелось бы пополнить заряды меча. Довольно сильно они потрачены. Так, Барилзара побережем. Так, чисто для коллекции. Но не особенно мы пополнили. Ну да и ладно, меч не забываем вернуть. Сохранимся. Алчущего я пока что отзову. Посмотрим, все ли скелеты нами умерщвлены. Так, тут еще крысы. Еще скелеты, то есть... Зря вот он, конечно, туда ломанулся. Блин. Не хотелось бы сагрить старушку раньше времени. А заряда он сейчас потратит. Ну, я надеюсь, все. Нет, еще не все. Блин. Рано я пополнил заряды. Но Гедна на него не агрится, судя по всему. И крыса там еще осталась. Или это где-то не здесь. Так, ну что делать-то? Старушка Гедна 40 уровня, сразу скажу. Именной лич. Отсюда ее не видно, по-моему. У нее очень сильное атакующее заклинание, наносящее урон огнем, по-моему, ядом и молнией, кажется. Но и не только в этом ее опасность, она регенерируется страшной силой. В том числе регенерирует себе ману, то есть мана у нее никогда не закончится, скорее всего. Обладает она иммунитетом к холоду, как и многие представители нежити. И сопротивлением к магии тоже довольно сильным. Агрить нашего орка так вот в наглую, напрямую, было бы, наверное, неосмотрительно. Поэтому давайте-ка мы его пока оставим здесь. Я попробую прокрасться под невидимостью к ней. Давайте сохранимся. Может быть, придется грузиться. Вот она стоит. Слабак, ты осмелился переступить мой порог? Тогда ты будешь первым, кто падет, прежде чем армия нежити пронесется по этой земле как чума, очищая ее от плоти. Умри, смертный. И она агрится. И она палит меня через невидимость довольно жестко. Пробуем мы алчущего. Смотрите, канает. Канает на нее паралич, поэтому призываем нашего орка. Так. И призываем мы Сумрака.
Но она под параличом стоит, в общем-то особо и не атакует. Но вот заряды закончились у него в мече. У нашего орка. Что печально. Довольно быстро, смотрите, они заковыряли бабку. У нее тут в инвентаре мантия лича. Уменьшить здоровье, но увеличить магию на 300. Не совсем понятно зачем такой эффект. Но я думал, что будет хуже, честно говоря. И тут заслуга даже не нашего орка, а скорее алчущего. Вообще, даже я бы сказал, что герой всего этого прохождения не орк, а именно алчущий. Без него у нас бы были большие проблемы. Ну, на всех этапах практически. Можно сейчас вернуться, позачищать там гробницу вот эту. Там наверху крыс целая куча. Но смысла в этом я не вижу особого. Поэтому делать мы этого, наверное, не будем. Там ничего нет, кроме крыс. Просто поверьте мне на слово. Направляемся на выход. Теперь наш путь лежит, собственно говоря... Так, давайте-ка мы его отправим на Плаза. Он там нам и понадобится. И сам я тоже отправлюсь на поверхность. На условную поверхность. Давайте посмотрим, что нам пишут тут в дневнике по поводу заданий. Тениус Делитиан вот отправил нас исследовать, что находится под мемориальной статуей. Но, наверное, логично будет сначала сдать все-таки задание по поводу Гедны, старушки. Для этого мы снова направляемся в храм, в его нижнюю часть. Здесь вот стоит Нериль. Теперь, когда Гедна Релвилл мертва, возможно, нам удастся остановить эту эпидемию, пока она не распространилась слишком широко. Я прикажу стражам искать и уничтожать всех крыс, их осталось не очень много. Морнхолд у тебя в неоплатном долгу. Неважно, знает он об этом или нет. Я не могу очень щедро заплатить тебе, но я могу даровать тебе способность лечения. Надеюсь, тебе не придется пользоваться ей слишком часто. Морнхолд, конечно, не знает о том, кто послужил причиной этой эпидемии. Давайте посмотрим, что там за лечение. Так, это не то. Какой-то, короче, из этих. Не помню, что у нас конкретно было. Давайте применим божественное вмешательство и отправимся на Плаза. Так, храм нам не нужен. Плаза. Наш орк прибывает здесь. Нам нужно проникнуть вот под эту статую разрушенную. Вот здесь вот есть лестница. Давайте-ка мы сохранимся. И здесь у нас слышны звуки битвы. Лезть туда на рожон я пока не буду. Потому как... Вообще я не уверен, что наш орк здесь выживет. Особенно если мы раньше времени туда сунемся. Сейчас они там закончат воевать, и тогда уже мы пойдем. Сохранимся. Давайте глянем одним глазком, что там. Там фабриканты воевали с вот этими вот центурионами. Вот, появилась запись в дневнике. Давайте ее прочтем. Так. Я должен немедленно доложить о моей находке. Наверное, орка мы оставим здесь. А сам я отправлюсь тем же порядком на доклад. Соваться раньше времени внутрь, наверное, не стоит. Сначала надо доложить. А вот король появился, кстати говоря. Твое преданное служение будет вознаграждено. Да. Сначала поговорим с Делитианом.
Две мерзкие создания сражались с этими фабрикантами. Эта ситуация все больше и больше тревожит меня. Твои усилия были оценены. И, как я понимаю, король хотел бы поговорить с тобой лично. 9 божеств и империя, гражданин. Так ты то, о ком нам столько говорил Тениус. Ты должен простить нас за некоторые неудобства, причиненные тебе. Похоже, мы были немного дезинформированы. Королева-мать очень хорошо отзывалась о тебе. Как мы понимаем, тебя посетили ассасины Темного Братства. Прискорбный инцидент. Они тяжелые люди, но все же они приносят некоторую пользу. Я уверен, что это больше не будет проблемой для тебя. Ну еще бы я там почти всех вырезал. Да, у нас много источников по всему Варденфеллу, которым хорошо платят за то, что они снабжают нас информацией. К сожалению, иногда она оказывается недостоверной. Один из наших информаторов предположил, что ты можешь представлять угрозу нашей монархии. Я не могу этого допустить. Ты ведь меня понимаешь? Всегда непросто принимать трон, особенно после такого трагического стечения обстоятельств, приведших к смерти нашего любимого короля Литана. Есть такие, кто пытаются извлечь для себя выгоду из этих событий, кто пытается использовать эту возможность, чтобы посеять смуту среди людей. Есть также такие, кто хотел бы видеть нас мертвыми. Это удивляет тебя? Даже сейчас. Многим хотелось бы видеть мою голову на колу. Лучший способ добиться своей цели – это заставить других убрать тех, кто противостоит тебе. И я надеюсь, ты понимаешь это. Кстати, мы узнали недавно о заговоре против трона. Так, ну где же задание? Что он говорит и говорит? Так, ну про заговор я уже кое-что знаю. Я, говорит, не хочу подвергать опасности моих стражей или их информаторов, но я полагаю, что ты подойдешь до решения этого вопроса. Я хочу, чтобы ты встретился с моим информатором в местном трактире, в крылатом Гуаре. Он находится в Готсриче. Информатор Орк, тебе будет несложно узнать его. Найди его и спроси о ферме его дяди, он поймет, что это значит. А затем вернись ко мне и сообщи полученную от него информацию. То есть сразу нас в руины не отправят, да? Ладно, давайте наведаемся. Встретимся с этим информатором. В Готсриче. Готсрич у нас на западе. Так, и нам нужен трактир. Трактир у нас вот здесь, собственно говоря. Нам нужен нижний этаж. И здесь вот он, орк, стоит. Сохранимся. И напомним ему про ферму дяди. У меня нет дяди, и я не знаю тебя. Лучше не говорить с тобой об этом. Может, отношения надо поднять? А теперь? Да, говорит, я понимаю, это пароль. Хорошо. А вот что ты должен знать. Наш король параноик. Я знаю, это предательство, даже думать о таком. Но это так. Он все время боится, что кто-то хочет убить его. Этот человек заставляет проверять меня наличие различных заговоров каждую неделю за последний месяц. Я все время говорю ему: вы король, у вас должны быть враги. Но разве он слушает? На этот раз, впрочем, это может быть действительно серьезно. Я получил кое-какую тревожную информацию. По данным моих источников, заговор имеет место быть, но только не против короля. Насколько мне известно, готовится покушение на жизнь королевы-матери. Я не знаю, кому могло понадобиться убрать ее. Как я понимаю, у нее нет врагов в Морнхолде. Но мои источники уверены в этом. Так, значит, нужно, видимо, доложить королю. Поэтому возвращаемся мы во дворец. И поговорим снова с королем. Да, Морнхолд, дай пройти, блин. Насчет заговора. Да, говорит, я ожидал, что выяснится что-то подобное.
Другие источники сообщили то же самое, и что покушение будет совершено завтра вечером. Нашу мать нужно защитить любой ценой, но я не хочу раскрывать наши планы этим ассасинам. А вот как мы защитим Борензию. Было бы неразумно усиливать стражу у ее покоев, киллеры могут понять, что мы их ожидаем. Лучше всего взять их с поличным. Один из наших королевских стражей, возможно, как-то замешан в этом покушении. Так что я переведу их в другое место. Должен завтра вечером остаться в передней у покоев матери и уничтожить ассасинов, когда они прибудут. Закрой за собой дверь и спрячься за ширмой, чтобы они не догадались о твоем присутствии. А тем временем попробуй выяснить еще какие-нибудь подробности об этом покушении. Твое Блин. преданное служение Какие там подробности? Дверь надо закрыть. Старушку давайте опросим. Но она что-то как-то не заинтересована. Вот здесь вот нужно постоять и подождать. Сейчас у нас 7 часов. Я, правда, не знаю, вечер это или утро. А вот и ребятки. Значит, что мы делаем? Мы, конечно же, вызываем алчущего. И в невидимость уходим. Посмотрим, из чего тебя А сделали. ребятки палят меня довольно жестко. Посмотрим, из чего тебя сделали. Поэтому, к сожалению, развернуться тут особо негде. Но мы можем призвать Сумрака еще в дополнение. И даже не знаю. Я думаю, что этих ребят хватит. Алчущий раздает паралич. Святоша и Сумрак раздают урон. Нормально. К сожалению, у Святоши такой себе кинжальчик. Так. За мной бегать не надо. Сумрака-то уговорили, видели? Я думаю, что Святошу лучше перепризвать. Что мне не нравится ее маленький кинжальчик. А вот меч зачарованный, это гораздо лучше. Так. И Сумрака тоже призываем заново. Ребятки здесь довольно сильные. Орка я брать не стал, не потому что это... Сомневаюсь в нем. Я просто забыл про это задание, если честно. Я думал, нас отправят сразу туда, в руины. Разбираться. Так, кто у нас сдох? У нас сдох алчущий, по-моему, да? И Сумрак тоже. Сумрака призываем заново. Одного ушатали с грехом пополам. В принципе, можно их даже попробовать усмирить. Я что-то давно не пользовался этим заклинанием. Чтобы знать, какой уровень у них. Посмотрим, из чего тебя сделали. Посмотрим, из чего тебя сделали. 15 видите, достаточно. Призываем заново Святошу. Хватит знать. Остался один Посмотрим, из чего тебя чувачок. Все. Всех я убил. Давайте посмотрим, что у них тут. Адамантиновый меч. Дешевый. Тоже адамантин. И здесь также адамантин. Что нам нужно делать дальше? Я ликвидировал убийц. Хорошо. Алчущего отзываем. Борензия. Хорошая работа, говорит, но ничего конкретного. Мы идем к королю докладывать. Ты смог отразить атаку ассасинов? Интересно. Возможно, угроза была не так уж велика. Вот ты засранец какой. Ты знаешь, чем мне это стоило? Мы, говорит, одобряем твои действия. Возьми вот это в качестве знака признательности. Пока мы довольны твоим рвением. Когда ты будешь готов, поговори со мной о дальнейшем служении королю. Ожерелье нам дали. Ну, давайте посмотрим на него, что там за ожерелье. Где оно? Постоянный эффект, однако. Увеличение навыка, безопасность, красота и скорость. Ну, такой себе.
Говорю, здравствует преданное король. служение будет вознаграждено. Своими действиями до сего момента ты доказал, что ты сильный воин. Когда это я стал сильным воином? И верен нашему трону. Но тут я бы тоже не стал быть так уверенным. Теперь пришло время доказать свою верность мне, лично. У меня есть планы касательно тебя, и пришло время привести их в действие. Я требую ото всех, кто близок ко мне, чтобы они были сильными и способными защитить меня от любого врага. Возможно, ты встречал моего личного телохранителя Корода. Это великолепный пример для всех, лучший боец из всех, что я встречал во время своих путешествий. И он верен мне до гробовой доски. Я встретил его много лет назад, глухого и немого ребенка, бродяжничающего по улицам Вейреста. У этого мальчика хватило отваги попытаться ограбить мою сводную сестру Элисану. Меня поразило его мужество, и я взял его к себе в услужение. Когда пес побит, он будет лизать руку. Ну, понятно, короче говоря, он хочет, чтобы я сразился. Так. Обсудим планы. Сначала победить Корода нужно. Что я не помню, с кем тут поговорить-то нужно. Может, с самим Кородом? Нет, Кород ничего не говорит. Завтра. Возвращайся сюда завтра и приготовься к встрече с Кородом. Понятно, значит завтра. Ну ладно. Давайте-ка мы наведаемся в храм, спросим там насчет заданий, а то что-то мотать время просто так мне не хочется. Так, где тут наш дружок? Слышал во дворце проблемы. Непосредственно к ней. Хорошо. Что я могу сделать для тебя, дитя мое? Так, рада видеть тебя опять. Задание. После этой ужасной атаки на город события получили новый тревожный оборот. Одной из самых тревожных новостей является этот недавно образовавшийся культ, возглавляемый юным данмером по имени Энар Амари. Они называют себя «Конец света». Я боюсь, что в эти тревожные времена этот культ может стать очень популярным. О них пока известно очень мало, но мы узнали один очень тревожный факт. Многие из членов этого культа были найдены мертвыми. Обнаружено, что по крайней мере 7 из них обнаружены. Все мертвы, все в своих домах. Похоже, что они приняли сильный яд. И даже моя магия не смогла оживить их. Мы должны выяснить, что движет этим культом, и избавить мой город от их присутствия. Поговори с Мералин Атан на Великом Базаре. Ее брат Севиль был одним из тех, кого нашли мертвым. Узнай как можно больше о них и об этом Энар Амари. Но будь с ним осторожен. Воззвания мученика имеют значительно больший вес, чем слова фанатика. Значит, убивать его нельзя. Но это и правильно. Бежим мы на базар. И ищем эту тетку. Так, но она, похоже, не здесь, с другой стороны. Тут нам навязывают квест с театром. Но что-то не знаю, какой смысл в нем. У тебя есть вопрос ко мне, сэр? Да, у меня есть вопрос насчет, кстати, отношения 100. Насчет Энара Амари. Это душевно больной. А насчет твоего Севиля, брата. Ты слышал, говорит, о моем брате? Мне так тяжело свыкнуться с мыслью, что его нет. Все было бы хорошо, если бы он не попал к этому Энару Амари, к этим сумасшедшим из конца света. Севиль был одиноким человеком, немного не в себе, но его нельзя было назвать глупцом. Это культ виноват в его смерти. Это суицидный культ. Все плоско и просто. Их еретические и деструктивные верования пугают меня. Я не знаю, как мой брат оказался вовлечен во все это. Я начинаю замечать их по всему городу, но чаще всего их можно встретить в Готтерче, около крылатого Гуара.
Они проповедуют, что трибунал потерял свою силу, и что это является сигналом того, что близится апокалипсис. Энар Амари учит своих последователей, что наше время в Тамриэле подходит к концу, что врата забвения скоро откроются, и Даэдра вступят на эту землю. Когда даэдрическая кара покроет землю, останутся только предки, которые уже покинули этот мир. И всячески пропагандируется то, что он называет очищение. Это ритуальное самоубийство. Мой брат не был идиотом, но он был доверчивым человеком, и он всегда искал кого-нибудь или что-нибудь, во что можно верить. Он полагал, что нашел то, что ему нужно в конце света. Ну, в общем-то, врата забвения действительно откроются, так или иначе. Однако же нам нужно найти этого Энара Амари в крылатом Гуаре. Про верование мы узнали. Или не нужно найти, подождите-ка. Да, все-таки нужно. Отправляемся туда. Визит в руины все откладывается, возможно, не в этой серии даже. Бежим мы. А чё я, собственно, бегу-то, когда мы можем использовать вмешательство? Нет, стоп, а зачем нам вмешательство, да? Затупил, друзья, затупил, это бывает. Хотел к Альмалексии уже бежать. Вот он стоит, этот Энар Амари, кажется. Давайте сразу используем на нем красноречие. Да пребудет с тобой свет Морнхолда, сэр. И убеждение. Вот сейчас отношения стоим, мы можем поговорить с ним про культ. Мы, говорит, мирный культ, предназначением которого является облегчить страдания, которые испытывают все в эти тяжелые времена. Я наставляю моих последователей на путь просвещения через понимание того, что происходит в нашем мире и что нас ждет в следующем. Все мои люди понимают важность готовности к грядущим проблемам, и многие из них желают принести себя в жертву ради нашего дела. Это великий ритуал, друг Лакмус. Наши последователи очищают себя от всех своих проблем, от всего того бремени, что давит на них и на этой земле. Они отправляют себя к предкам, распространяя наше слово и готовятся к тому моменту, когда мы все присоединимся к ним в нашей борьбе с даэдрическими ордами. Мы понимаем, что конец эпохи принесет многие изменения. Мы уверены, что врата забвения откроются, и народ Даэдра будет свободен в этом мире. Некоторые могут сказать тебе, что это хорошо, но мы потомки Даэдра и вернемся к естественному положению вещей. Я же думаю иначе. Грядущая эпоха станет эпохой великой чести. Принцы Даэдра не наши предки и не наши союзники. Они прокатятся по этой земле как цунами, уничтожая все, что люди создали за долгие тысячи лет. Единственной защитой от этого бедствия могут стать только наши настоящие предки, которые ушли на тот свет до нас и наблюдают за нами даже сейчас. Многие из них, из наших последователей, решили принять участие в очищении, чтобы подготовить путь для остальных из нас. Да, это жертва, но эта жертва приносится во имя высшего блага. Так, ну, в общем-то, есть зерно правды в его словах. Наши верования очень просты. Благословенный трибунал, когда-то бывший в зените славы, больше не те боги, что они когда-то были. Как приливы и луны Тамриэля, все космические силы имеют свой максимум и минимум. Но когда боги умирают, их создания рассыпаются по всей земле. Уход этой троицы ознаменует конец этой эры и начало следующей. Последователи культа конца света готовятся к этим событию. Ну, в общем-то, тоже здесь довольно верно он говорит. Действительно, конец трибунала близок. Но у нас, по-моему... Нет, дневник дополнен. Давайте посмотрим, что там пишет. Нужно доложить. Хорошо. Альмалексия, кстати, насколько я знаю, в курсе того, что Вивик мертв. Что я могу сделать для тебя? Что-то узнал про их верования. Как они смеют? Трибунал потерял свою силу, да? Эти идиоты осмеливаются сомневаться в силе Альмалекции здесь, в ее городе. Я преподам им урок силы, Лакмус, и ты поможешь мне в этом.
Этим глупцам необходимо напомнить об истинной силе Бога. Со времени атаки на город большая часть моих сил была израсходована на заботу о моих людях. Количество раненых было просто астрономическим, и забота о них, обо всех, едва по силам даже мне. Но все же я должна продемонстрировать этим людям, к чему приводит пренебрежение волей богов. Ты должен добраться до руин Бамс-Амсшемп и активировать Карстангсбшарн. Вольный перевод, говорит, это погодная ведьма. Во время своего расцвета цивилизация Двемеров достигла совершенства в использовании машин. Во времена засухи двемерским ученым было поручено создать машину, которая принесла иссушенной земле дождь. И они создали вот этот самый Шарн. До последнего времени его существование считалось не более чем мифом, но затем под городом открылся вход в древние руины. Я хочу, чтобы ты активировал эту машину и заставил ее создать пепельные бури в Морнхолде. Тогда еретики узнают истинную силу Альмалексии. Правильно. В то время как пепельные бури обычное дело на острове Варденфелл, здесь, на таком удалении от Красной горы, их не бывает. Теперь, впрочем, они придут и сюда, и эти еретики поймут всю силу трибунала, силу Альмалексии. Возьми это и используй для активации машины. Ты должен разобраться с тем, как она работает, но я верю, что ты справишься с этой задачей. Так, ну, в общем-то, сила трибунала действительно угасает, но причина не в нападении и не в какой-то нагрузке на ее, так сказать, последователей. Насчет Вивика она пока ничего не говорит, и узнать мы у нее пока не можем, да? Что ж, давайте отправимся в эти руины. Надеюсь, я успею до боя с Кородом. И вот, наконец-то, экшен подъехал. Но тоже, сломя голову, ломиться туда не стоит. Давайте-ка мы сохранимся. Цепляем орка. Так, и готовим, наверное, мы, знаете, усмирение опять. У меня вот есть такое усмирение животных. А вот эти вот центурионы, это все-таки животные. Ну, формально. И быстренько мы активируем. Ой-ой-ой. Жестко. Прошу прощения, я тут запутался в кнопках. Значит, готовим мы усмирение. Слишком я самонадеянно себя повел. Еще раз сохраняемся. Сначала, наверное, нужно наложить. А вот теперь уже идем. Так, агрим. Так, ну он сагрился не на тех. Надо здесь немножко попрятаться. Блин, ну они сами сейчас... Орк наш сам не сагрится на них. Давайте еще призовем Алчущего. Не знаю, будет ли толк от него. Так, вот он начал стрелять. И с одного удара меня выносят, друзья. Жестко, очень жестко. Значит, давайте тогда так. Сначала агрим орка, а потом уже накладываем усмирение. Вот так вот. Вот, пусть он с ними воюет. Также призываем Святошу. Не знаю, есть ли смысл в Алчущем здесь. Но призовем его тоже. А сам я, видите, прячусь за колонной. Потому что дротики вот эти, которыми они стреляют, очень жестко дамажат, видите? Орк наш прямо страдает. Так, надо усмирять срочно. Ну, блин, у меня
по площади действует это усмирение. К счастью, он выжил. Но лечение, видимо, все-таки помогло. Давайте соберем эти дротики. Они довольно мощные. Но только зачарованные. 5-15 на 2 секунды. Причем по площади тоже. Ну, у фабрикантов здесь зелье силы и ловкости. Наверное, брать его смысла нет. Так, тут еще паучок остался. Теперь ты умрешь. Так же, как мы знаем, у них нет души, у этих вот... все время хочется сказать големов. В общем-то, куда нам идти? Давайте-ка вспомним. Не говорит она, куда идти. Проход шепота. А тут у нас что? Зал ветров. Так, давайте пока что отзовем. Ой, отзовем, я сказал. Сохранимся. Усмирение у нас готово. Заходим. Дерешься, как ребенок. Так, тут паучок. Но он тут не один. Вроде бы не зачарованные дротики у этого. Хорошо. О, вот он. Не сагрился. Орк не успел сагриться. Вот так он не сагрится, да? Надо ждать. Надо ждать. А это, похоже, не... Нет, у него нет меча. Все-таки у него дротики. Быстренько угомонил сферу Центуриона. Да, он, похоже, с мечом был. Что я не сразу понял. Так, так, так. Куда нам идти? Дневник дополнен. А, ну это строительство поместья. Так, а тут никого. Ботинки две мерзкие, книжка с картинками. Нам она совершенно не нужна. А вот две масло заберем. Также будем забирать драгоценные камни. Еще один Центурион. Но это тоже ближнего боя. Он довольно слабый. Опасность здесь представляют именно вот эти, которые с дротиками. Еще книжка с картинками. Тоже нам не нужна. Старая двумерская книга опять с картинками. И опять она нам не нужна. Так, тут молотки, отмычки. Всякая ерунда. Эбонит зачем-то разложен. Короче говоря, сдается мне, что мы пришли не туда. Я не вижу прохода дальше, поэтому идем назад. Посмотрим, что там с другой стороны. Сохраняемся. Ты умрешь здесь. Это уже серьезный чувак. Но орк наш уверенно его победил.
Паучок. Снова книжка с картинками. Двемерское масло. Но сюда нам нужно будет позже. Здесь будет разговор с древним инженером. Зал плача. Так, ну блин. Орк опять не успел. Где он? Вот он. Салабат. Так, ну блин, что-то я заблудился, друзья. Сдавайся. Даже, видите, незаряженный меч, то вполне помогает. Кузница Радака. Нет, нам не сюда. Нам точно не сюда. Нам все-таки вот тот проход. Зал плача. Сохраняемся. Ты умрешь. Однообразные здесь противники, видите. Относительно слабые, если не брать вот этих дротика метов. Усмирим его от греха подальше. Хоть у него стрелы и не зачарованные, но все же. Все, победили. Центурион лучник. Ну это дохлый, видимо, да? Старая книга, опять с картинками. Картинки, кстати, во всех книгах, на удивление, разные. Так, что-то тут наш орк решил обойти. Чертеж заберем. Не знаю зачем. Нелутабельный какой-то шкафчик. Ладно. Давайте осматривать. Раз уж такое дело, придется, видимо, осматривать все. Ну, молоток я, пожалуй, возьму. Какой-то шкаф заваленный. И никого. Даже врагов нету. Тут шлем. Двемерские. Так, ну вот здесь, судя по всему, кто-то ходит, да. Все, он что-то затупил. Не пролазит, что ли, в дверь? Натравим святоши на него. Испорченное масло опять. Молоточек заберем. Наш орк что-то затупил реально. Не может пройти. Ни в одну дверь. О, святоша отъехал, смотрите-ка. Ты поглянь, отразился паралич. Перепризовем. Жирный такой центурион. Но худо-бедно справились. Так, ну все, я облазил тут вроде бы. Вроде бы. И значит, это не то место, которое нам нужно, да? Значит, я опять ошибся. Значит, все-таки кузница этого Радака. Но туда мы с вами пойдем уже в следующей серии. Так я подзатянул.
На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч.